Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему: кем были родители Аллы Пугачевой и кто она по национальности? Может быть, поклонники и слышали о большой привязанности Аллы Борисовны к маме и о том, что именно мать артистки вырастила Кристину. Некоторые знают также о том, что отец Пугачевой отсидел в тюрьме. Ведь про нынешнюю семью артистки знают все или почти все. А вот о том, кто на самом деле родители певицы, какие у нее корни, известно немногим. В общем-то, судьба родителей певицы складывалась так же, как и у миллионов советских людей после войны. Они ничем особо не выделялись. Поэтому вдвойне удивительна судьба самой Аллы Борисовны, которая смогла стать одной из ведущих фигур советской, а потом и российской эстрады. Зинаида Архиповна Адегова и Борис Михайлович Пугачев, будущие родители великой артистки, познакомились на дорогах войны. Веселый парень, который даже получил прозвище Василий Теркин, всегда хотел стать артистом, видел себя под куполом цирка. Эту творческую мечту отчасти воплотит и его дочь. Во время одной из боевых операций молодой разведчик, тогда Борису было всего 23 года, лишился правого глаза. Пуля, которая пролетела совсем рядом с его головой, отколола кусок кирпича в стене. Этот кусочек отрикошетил в лицо солдату. Однако это не лишило парня чувства юмора. Он всегда охотно вспоминал время, проведенное на войне, интересно рассказывая о фронтовом прошлом. К тому же это увечье молодого солдата не оттолкнуло Зинаиду. Девушка давно приглянулась Борису, и он ей тоже нравился. Возможно, их объединила любовь к творчеству, ведь мама Аллы Пугачевой была фронтовой артисткой. Кстати, родители Аллы Борисовны всегда отмечали не день своей свадьбы, а именно день знакомства на войне. Зинаида была родом с Пермского края, из небольшого поселка. Однако до войны девушка успела получить педагогическое образование. Когда объявили мобилизацию, она ушла на фронт, стала бойцом противовоздушной обороны, как в народе говорили, зенитчицей. Командиры заметили, что девушка старательная и поет очень хорошо. Решили, что таланту даже на войне пропадать нельзя. Отправили артистку в составе труппы давать полевые концерты, поднимать боевой дух солдат Красной армии. И это сыграло решающую роль в судьбе будущей мамы Примадонны. Пару лет прожив вместе, Борис и Зинаида поженились, сыграв скромную свадьбу. Жить пришлось им в весьма скромных условиях, в тесноте да не в обиде, как говорится. Молодожены поселились в маленькой комнатке на Качановке, старом районе Москвы. Родили сына Геночку. Отец всегда хотел мальчика, наследника, очень радовался появлению малыша. Но Гене суждено было умереть в младенчестве. Он умер спустя несколько месяцев после рождения. Утрата стала большой драмой для молодоженов. Семья переехала в другое жилье. Семье дают квартирку чуть побольше, в той же Качановке. Только в двухэтажном доме в Зонтичном переулке. Без ванной, но свою. Это считалось роскошью. Борис получил эту жилплощадь по роду службы, так как за короткое время дослужился до начальника цеха на обувной фабрике. Зинаида же нигде не работала, жили на зарплату мужа. Когда она узнала, что беременна во второй раз, в семье все обрадовались. Они были уверены, что родится мальчик. Но чутье супругов подвело. В 1949 году у Пугачевых родилась дочь, Алла, названная в честь артистки Аллы Тарасовой. Да, теперь мало кто помнит ту артистку, а вот имя Примадонны знают все. И вот, наконец, в 1950-м в семье появляется долгожданный сын Женя. Дети росли, как и все, кругом. С утра до ночи пропадали во дворе. Неизвестно, что конкретно повлияло на выбор профессии, но Евгений решил стать военным. А вот Аллочка, как только пошла в школу, показала свой музыкальный талант. Однажды мама пригласила домой специалиста по музыке, и та вынесла вердикт: идеальный музыкальный слух, невероятные природные данные. Алле было всего 5 лет, когда девочка стала проводить много времени за пианино. Аллу отдали учиться в 31-ю музыкальную школу города Москвы, и она посвящала музыке по 3 часа ежедневно. Первое появление на сцене состоялось уже через год учебы. Девочка исполняла музыкальные произведения на концерте в Доме Союзов. В 1963 году кормильца семьи арестовали, обвинив в каких-то мошеннических схемах на обувном заводе, где Борис Пугачев был директором. В те годы Хрущев вел непримиримую войну со всяческими махинациями. Часто под обвинение попадали даже те, кто был к этому не причастен. Он получил 3 года, но через 1,5 года вышел досрочно за примерное поведение. Зинаида Пугачева стыдилась говорить про то, что ее муж находится в колонии. И если спрашивали, почему Бориса не видно, то она рассказывала, мол, муж находится в длительной командировке.
Сейчас сказать о том, действительно ли отец примадонны сидел за дело или это был план прокуратуры, сложно. В те годы с 1961 по 1963 было возбуждено около 80 крупных уголовных дел со множеством фигурантов по коррупции и взяточничеству и вынесено 163 расстрельных приговора. Поэтому отцу примадонны еще очень повезло в том, что он отделался 3 годами заключения. Матери Пугачевой, которая до этой черной полосы не работала, а занималась домом и детьми, пришлось стать главой семьи. Все имущество семьи конфисковали, жить стало не на что. Зинаида устроилась сначала на работу в универмаг, чтобы обеспечивать 2 детей, а через какое-то время она смогла стать замначальника отдела кадров на одном из московских заводов. Алла с детства была в музыке, но пока училась в школе, мама всегда была рядом. Но в 20 лет певица оставила отчий дом. А потом пошли первые выступления, гастроли, и видеть родителей дочь стала все реже. И в какой-то момент они стали видеть дочку только на экране телевизора. Даже с внучкой Кристиной, которая родилась в 1971 году, Зинаида Архиповна и Борис Михайлович познакомились не сразу. Сначала Алле пришлось отправить дочь в Литву к родителям мужа, так как гастрольный образ жизни других вариантов не оставлял. Но когда брак Аллы и Миколаса Орбакаса в 1973 году распался, Кристину забрали в Москву. Ее воспитанием занялась мама Пугачевой. Но связь с литовскими родственниками не прекратилась. На лето Кристина отправлялась к морю, к бабушке и дедушке по папе. Родители Аллы понимали, что жизнь, которую вела их дочь, была полна опасностей. Им было приятно, что она добилась популярности, заслужила свой успех. Тем не менее, было страшно за судьбу Аллы, ведь она постоянно заводила романы, часто посещала алкогольные вечеринки. Они не хотели, чтобы маленькая Кристина все это видела. Борис Михайлович после тюрьмы сделал все, чтобы восстановиться в партии, и это ему удалось. Он даже смог стать начальником цеха на московском производстве «Сапфир». Умер, когда дочери было 33 года. Когда певица узнала о смерти папы, то у нее случилась ужасная истерика. А в 1986 году, когда артистке было 37 лет, она потеряла и маму. Родителей певица похоронила на Кузьминском кладбище, но потом было перезахоронение из-за брата. Брат Аллы Пугачевой после окончания школы поступил в военное училище. После окончания попал по распределению в одну из воинских частей под Москвой. Но там он прослужил совсем мало. За дисциплинарный проступок был отправлен на ядерный полигон. Оттуда он смог возвратиться в столицу лишь через 7 лет. И то, по слухам, за него похлопотала сестра. Но военную профессию Евгений не оставил, так и служил. Прошел Афганистан, получил звание полковника войск связи. Был дважды женат. От первой супруги имел 2 сыновей – Влада и Артема, воспитывая их в одиночку на военную пенсию. Второй раз женился поздно. Супруга была младше на 24 года. Тогда случился скандал, так как, разводясь с мужем, любовь прихватила его деньги, накопленные за долгое время, порядка 150 тысяч рублей. Евгений Пугачев страдал от сердечной патологии, так как после семейных неурядиц мужчина оказался в больнице с инфарктом. Его он перенес, но сердце снова начало беспокоить. И снова из-за семьи, так как младший сын Влад подсел на наркотические вещества. Кардиологи назначили брату Пугачевой операцию, которая успеха не принесла. Евгений Борисович умер в 2011 году. Захоронить брата рядом с родителями на старом Кузьминском кладбище у Аллы Борисовны не было возможности, поэтому Евгений упокоен на новой части Кузьминок. В средствах массовой информации писали, что через несколько лет Алла перезахоронила родителей рядом с братом, выкупив на Новокузьминке сразу несколько участков для своей семьи. Там же была перезахоронена и бабушка артистки. Борис Пугачев имеет белорусские корни. Его дед был родом из деревни Узгорск, что в Могилевской области. Однако отец Бориса в свое время переехал в Москву, где и родился Борис. Случился этот переезд в период коллективизации. Мать Аллы, Зинаида Архиповна Адегова, родилась в Пермском крае, в поселке Углеуральский. Фамилия русская, может происходить от слова «одег», «одяжка». Так раньше называли человека, ходившего в бедной и неаккуратной одежде. Получается, что у Аллы Борисовны русские и белорусские корни. И другой информации, которая имела бы еще более убедительные аргументы, нет. Но если верить тому, что в свое время ходили неприглядные слухи, что Борис Пугачев только отчим Аллы, а настоящим отцом примадонны был Иосиф Бендицкий, выходит, что Алла Борисовна наполовину еврейка. Об этом рассказывает журналистка Ольга Хадаева. Вот цитата из ее статьи. В 1975 году вся страна радовалась победе Аллы Пугачевой на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии. Но больше всех ликовал артист московского цирка Иосиф Бендицкий.
Это ему молодая певица посвятила песню «Арлекино», мгновенно ставшую шлягером на весь Союз. И не только потому посвятила, что Бендицкий был великолепным акробатом, жонглером и музыкальным эксцентриком. Судя по некоторым данным, именно он – тот самый таинственный отец Аллы, найти которого долгие годы не могли биографы и поклонники живой легенды. Якобы Бендицкий и Адегова вместе выступали во время войны. В 1942 году между ними закрутился роман, результатом которого стала Алла. Бендицкий был женат, и у него подрастал сын, а развод в то время был делом сложным, практически невозможным. Чтобы не подставлять любимого, Зинаида усердно стала искать мужа. Им и стал тяжелораненый летчик, который умер вскоре после рождения девочки. Артисты же какое-то время были вместе, но после войны их пути разошлись. Зинаида встретила Пугачева, который и дал свою фамилию Алле. Однако эта версия мало соответствует действительности. Если бы и так, то Алла должна была родиться никак не позже 1943 года. Еще сплетничали, что Алла – дочь не Бендицкого, а на самом деле какого-то летчика, с которым тоже крутила роман Зинаида в годы войны. Имя этого летчика, правда, никто так и не сказал. Якобы он тоже был женатым человеком. И познакомились они, когда мать Аллы выступала в творческом коллективе. И эта любовь была настолько сильной, что летчик даже бросил семью ради Зинаиды, но не сложилось. Но тут опять несостыковка. Алла снова должна была родиться году этак в 1945 или 1946, но никак не в 1949. Последний факт подтверждают все документы певицы, потому этот слух точно фейк. Также какое-то время в желтой прессе яростно обсуждали, что подлинное имя певицы Алла Баруховна Рапопорт и даже Фаина Певзнер. Но никаких доказательств, даже хоть сколько-нибудь серьезных, этим домыслам нет. Разного рода ясновидящие, экстрасенсы и прочие сомнительные специалисты изучали фото певицы и ее родителей, пытаясь найти хоть какую-то зацепку и по ней узнать истинное происхождение Аллы Пугачевой. Но поиск сенсаций часто расходится со здравым смыслом, а великих тайн звезды на самом деле просто не существует. Ведь обывателей гораздо проще зацепить интригами и скандалами, теориями заговора и вымышленными историями. А такие знаменитости, как Алла Борисовна Пугачева, всегда будут находиться среди подобных псевдооткрытий. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.